Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 26 января по 1 февраля. Давайте посмотрим, что для вас готовит следующая неделя. Какие события у вас будут происходить в этот отрезок времени, к чему вам следует готовиться. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк, оставить сообщение. Я буду признательна вам за такую активность, поэтому пишите, не стесняйтесь. Напоминаю также, что этот расклад, который я делаю на неделю, это расклад по дням недели. То есть начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем, мы на каждый день недели для вас, близнецы, достанем карту. Сначала из основной колоды, а затем из дополнительной. И посмотрим, соответственно, какие карты, в каких комбинациях у вас на эти дни выпадут. Итак, давайте посмотрим, близнецы, что же ожидает близнецов именно в этот период времени. Напомню, с 26 января по 1 февраля у близнецов. Итак, близнецы. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, что у нас есть? У нас есть первая пятерка пентаклей. У весов первая карта выпадала, пятерка пентаклей. Ну, давайте разбираться. Пятерка пентаклей. Карта, знаете, ощущение, что, может быть, у вас есть какие-то здесь потери финансовые или какие-то сложности в целом в том, что, не знаю, возможно, какие-то незапланированные расходы, незапланированные траты могут быть у вас в этот день. Может быть, на поддержание своего здоровья или, не знаю, что-то сломалось, нужно это что-то восстановить, купить, к примеру. То есть незапланированная трата. Также вот она сидит, так, знаете, в стороне от других людей, то есть ощущение одиночества, ощущение, что меня не понимают, меня там не хотят где-то видеть или признавать, да, вот что-то как ощущение, что вами пренебрегли или что-то вот как не хотят прислушиваться к вам. Вот такое ощущение здесь может быть по пятерке пентаклей. Опять-таки вами воспринимается как такая неприятность, да, вам это неприятно. Может быть, кто-то там, знаете, чувствует, что ой, там родственники не позвонили или там дети не позвонили, да, вот какие-то переживания из-за этого. Также могут быть и переживания из-за своего здоровья в целом. Но я уже говорила, какие-то расходы, какие-то траты, связанные со здоровьем. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть по пятерке пентаклей у близнецов. Почему эта карта у вас выпадает на понедельник? Карта «Мир». Переживание о мире, переживание о том, что вы что-то как будто хотите завершить успешно, но не удается, и вы можете из-за этого испытывать какое-то, знаете, как чувство не получается, да, разочарование, что как это у меня не получается. А вот карта «Мир», может быть, не удается освободиться от какой-то финансовой там кабалы или зависимости, или не удается здесь победить в каком-то вопросе, выйти с триумфом, да, таким, и окружающие немножечко так пренебрегают в данном случае вами, потому что не видят в вас победителя, не видят того человека, который достигнет этой цели, соответственно. И вы не чувствуете здесь признания окружающими ваших заслуг определенных, да, то есть вы чувствуете одиночество, уныние, что как-то так, меня вот так в стороне оставляют, то есть весь мир там или люди, которые для меня важны, которые являются для вас целым миром. Также карта «Мир» — это 21-й аркан, это часто карта рождения, деторождения, да, как завершение одного цикла, начало нового. В колоде 78 дверей, допустим, эта карта изображает рождение ребенка, то есть здесь может быть переживание какое-то по поводу там зачатия ребенка, у кого-то обращение к врачу, у кого-то там, да, к репродуктологу, допустим, или у кого-нибудь там какие-нибудь
ипотеку или что-то в таком духе. То есть какие-то могут быть вопросы с этим связаны. Дальше карта девятка жезлов. И здесь карта девятка жезлов. Это как карта, она называется раненый воин в основном. Да? То есть как бы вам ни было тяжело, сложно, вы устали, вы измотаны, вы чувствуете уже, что вы на последних силах там что-то выполняете, но вы хотите завершить начатое дело до конца, и вы хотите вот что-то задуманное наконец-то довести до финальной точки. И вы сохраняете спокойствие, несмотря на все эти сложности, что у вас есть в этот день, в частности, тоже. И вот с таким упрямством идете к своей цели. Идете к тем целям, которые вы перед собой поставили. Может быть, у кого-то здесь завершить какой-то проект, дело, чтобы получить деньги за него. То есть прийти к финансовому успеху, к результату, через завершение какой-то работы, которая вот уже тяжело дается, но вам нужно это сделать. Также девятка жезлов еще и о попытке защитить себя или оградить себя от какой-то опасности. Вы думаете о том, что имеет смысл как будто бы себя обезопасить от каких-то проблем возможных или людей, которые недоброжелательно к вам относятся, или защитить свою семью от какой-то опасности, которая как будто бы может быть. Здесь такой эльф летает, он на него смотрит, то есть что-то мнимое такое, может быть очень призрачное, да, может быть вы себе придумали эту опасность, но как будто бы хотите защитить от этой возможности, которая может быть, а может ее и не быть, да, но вы стараетесь себя от этого оградить. Карта девятка жезлов. Давайте посмотрим, что еще здесь у близнецов на вторник выпадет. Близнецы. Карта королева пентаклей. Финансовые вопросы для вас будут действительно важны. То есть вы здесь можете выполнять работу, чтобы получить деньги. Вы можете здесь по королеве пентаклей ограждать себя от каких-то, не знаю, ситуаций или человека, который, да, имеет отношение к земному знаку. Это девы, тельцы, козероги. Какая-то такая оборонительная позиция, желание дистанцироваться, допустим, от этого человека. Также вы в каких-то финансовых вопросах сохраняете спокойствие и упрямо идете к своим целям или готовы защищать свои деньги, свои там владения, свои активы, свои капиталы, не знаю, все что угодно касаемо там вашего бизнеса, может быть, да, по этой королеве пентаклей. А может быть и защищать человека земного знака, ограждать от чего-то, защищать. Дальше идет рыцарь пентаклей, тоже земная стихия. Девы, тельцы или козероги могут иметь отношение к вам здесь какое-то серьезное, но вот рыцарь пентаклей у близнецов в среду неспешное событие, то есть вы не торопитесь, не суетитесь, вы идете к своей цели, вы уверены в том, что то, что вы делаете, принесет хороший результат. То есть вы уверены в успехе, уверены в удаче, что все получится, все сладится. Да? Возможно, все не так уж быстро, как хотелось бы. Возможно, еще нужно запастись терпением, чтобы к этой самой цели прийти. Но вы как будто бы уверены, у меня получится, я сделаю. Здесь могут быть какие-то ожидаемые, запланированные встречи, ожидаемые встречи с какими-то людьми для вас здесь важными. Может быть, вы к кому-то едете, и это какая-то запланированная встреча, может быть, даже вот она здесь цветы держит, монетку, это может быть это поездка куда-то там с подарком, да, и это ожидаемое что-то вот такое запланированное, когда вы договорились об этой встрече заранее. Но в целом вот, да, здесь все, что касается удачи, такой вы настроены на удачу. Давайте посмотрим по рыцарю пентаклей, что здесь еще на среду для близнецов будет. И здесь у вас будет пятерка мечей. То есть вот несмотря на то, что вас беспокоит какой-то вопрос, как голова болит о том, как этот вопрос решить, но вы настроены на удачу, на успешное решение вопроса. Возможно, вы здесь хотите любой ценой, там неважно какими жертвами, выйти победителем в какой-то ситуации. Опять-таки, несмотря на имеющиеся проблемы, или что вам кто-то говорит, что что-то у вас не получится, или ну стоит ли рисковать, может быть, не нужно этого делать, да? Но вы понимаете, что игра стоит свеч. Да, что стоит здесь рискнуть, что стоит действовать, да, что я все равно буду идти к этой цели. И карта девятка кубков, она о ощущении благополучия, успешности, какой-то излишества вашей жизни, которую вы испытываете, соответственно, здесь в четверг. А здесь вы как будто бы такой диалог внутренний с собой провели, как лучше поступить, как лучше здесь в этой ситуации жить, действовать, да, и вы понимаете, что сделает вас счастливыми и как вам нужно, соответственно, действовать в этом
этом вопросе для вас важном. Поэтому девятка кубков о том, как достичь достатка, вы знаете, или как стать успешными, как получить те излишества, которых вы хотите. Может быть, вы здесь получаете какие-то деньги, и это можете прямо отпраздновать. То есть ощущение праздника здесь, ощущение радости от этой девятки кубков. Могут быть у кого-то пиршества, застолья, праздники какие-то, на которые вас, соответственно, приглашают. Итак, близнецы, давайте посмотрим. Еще здесь у вас есть четверка, дополнительная карта королева жезлов, то есть очень много огня, энергии, опять-таки успеха в финансовых делах, успеха в том, что вы здесь что-то такое вот добились, что вас делает счастливыми, вас зажигает такой огонек по королеве жезлов, когда вы можете гордиться собой, своим успехом. Может быть, это ваше честолюбие здесь тешит, как-то вашу гордость здесь тешит. Да? То есть в целом вы здесь опять-таки проявляете любовь к роскоши, но роскошь заслуженной вами. Близнецы. И следующая карта у вас восьмерка жезлов на пятницу. Это какие-то быстрые события. То есть пятница прям такая стремительная, очень активная, когда вы много дел выполняете, много задач решаете, решения какие-то принимаете очень быстро. То есть здесь вот все настолько динамично, что вот вам как будто, вот как белка в колесе крутитесь, некогда даже остановиться, не знаю, там на какой-то отдых небольшой. Восьмерка жезлов также о каких-то переговорах, разговорах, там, звонках с знакомыми там, людьми или коллегами по работе, там, какими-то компаньонами, с кем вы общаетесь. То есть вот она, восьмерка жезлов о таких вот диалогах, да, там, звонках или сообщениях, мессенджерах каких-то. Восьмерка жезлов. Может быть, знакомство новое, которое вы заводите, но все настолько вот динамично и быстро здесь происходит. В целом какой-то прогресс есть в ваших делах здесь. Очень быстрый такой прогресс. Давайте посмотрим прогресс. Да, пятница, прогресс. Карта колесница, тоже опять-таки прогресс. Может быть, кстати, поездки, перелеты на самолете, потому что восьмерка жезлов, она в целом очень часто говорит о чем-то прям очень быстром, да, и колесница, транспорт. Ну да, может быть и поездка на машине, но здесь машина так банально. Да, самолет вот очень часто именно в таком сочетании, у меня, по крайней мере, он, да, про самолеты и передвижение на самолете по воздуху говорит. Дальше, собственно, опять-таки подтверждение восьмерки жезлов, колесница, быстрый рывок вперед к прогрессу. Восьмерка жезлов, да, это прогресс, это такой прорыв в каких-то делах и вопросах. Вместе с колесницей тоже это прорыв вперед, движение вперед к вашей цели, к успеху. Может быть, здесь что-то связанное с человеком знака Рак будет. Может быть, вы принимаете решение, быстро куда-то срываетесь и едете, допустим, тоже. Дальше идет десятка пентаклей, семья. Да, здесь изображена семья, хотя в целом десятка пентаклей — это все, что касается финансовой стабильности, денег, вашего материального благополучия, да, вашего капитала, может быть, каких-то вопросов, которые соизмеримы, да, с большими деньгами. То есть, не знаю, ваш дом, ваше жилье, там, аренда жилья, покупка жилья, какие-то важные вопросы, касающиеся вашего дома, недвижимости как таковой, которые вы решаете, или какие-то важные вложения денег для вас здесь, какие-то инвестиции крупные. Кто там в бизнесе в каком-то работает, может быть, для вас здесь это будет важно. По десятке пентаклей. Но и так как здесь изображена семья, эта колода, она просто говорит о том, что для кого-то из вас важной ценностью здесь будет именно ваш дом, ваша семья, ваши близкие, там, ваши дети. И по десятке пентаклей вы захотите какое-то здесь, может быть, такое, знаете, время провести именно в кругу своей семьи. То есть почувствовать себя человеком богатым, потому что у вас есть, соответственно, вот там, не знаю, муж, жена, дети, внуки, да, провести с ними время. Карта десятка пентаклей. Давайте посмотрим, что здесь еще в субботу у близнецов выпадает на десятку пентаклей. Карта умеренности и баланса. Карта стрельца, может быть, общение со стрельцом. Но в целом ощущение душевного спокойствия здесь по умеренности, простите. То есть умеренность — это вот такое ощущение гармонии, баланса. Может быть, вы ответственность чувствуете свою перед семьей. Может быть, вы здесь стараетесь по карте умеренности, не знаю, найти какие-то ниточки, да, чтобы доверительные разговоры какие-то вести, доверие такое с вашими детьми и внуками здесь проявляете в общении, чтобы выйти на какие-то доверительные разговоры, имею в виду. Может быть, вы какие-то компромиссы находите там с вашими там родственниками, да, с кем не было этих компромиссов.
или какой-то баланс есть в ваших деньгах, в ваших финансах, опять-таки, поэтому карта десятка пентаклей. И дальше карта повешенный, то есть тупиковая ситуация, может быть пауза, остановка, вынужденная остановка, которую вы проживаете в воскресенье. Возможно, вы на какие-то вещи станете по-другому смотреть, как будто в другом ракурсе. Остановитесь, подумайте, переосмыслите что-то, возможно, поменяете свою точку зрения, и для вас это будет вот таким озарением, пониманием, что все вот, да, вот в другом свете вам начнет казаться или выглядеть. Карта повешенной. Давайте посмотрим на воскресенье у близнецов. Карта повешенной с пажом жезлов. То есть по-другому смотрите на какие-то вещи, и по пажу жезлов опять-таки как бы по-другому относитесь к каким-то вопросам, где вы хотели действовать, рисковать. Может быть, понимаете, что не стоит рисковать, не стоит здесь какие-то решительные предпринимать действия, возможно, где вы хотели быть смелыми, активными. Либо по-другому смотрите на человека огненного знака, на какие-то вопросы с ним связанные. То есть девы, простите, лев, овен или стрелец, да, по пажу жезлов. То есть переосмысливаете какую-то ситуацию, меняете свою точку зрения. Кстати, может быть, меняете свое отношение к чему-то, и по пажу жезлов действуете еще более импульсивно, да, по пажу. Итак, близнецы, на этом, я думаю, сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого!